Друзья, всем привет, на связи я, вы там, где и планировали, скорее всего, быть, а именно на канале, где мы обсуждаем моноколесо и все, что с ним связано, так или иначе. Забегая наперед, скажу, что если вам ролик интересен, зашел, то обязательно оцените его пальцем вверх, чтобы я понимал, что этот ролик вам интересен, такая тематика. Второе, это какой-то коммент, какой-то фидбэк, потому что я стараюсь хоть как-то делать, чтобы это был не формат монолога, а формат диалога, мне интересно ваше мнение. И третье, это подписка, потому что большое количество из вас смотрит видео без подписки, хотя смотрят на постоянной основе. Подписка дает мне понять, что канал развивается, отписаться можно в любую секунду, но подписавшись, вы даете возможность двигаться вперед. Друзья, сегодня я хочу обсудить тему, которую я назвал «Год на моноколесе. Основной миф развеян». И начну с того, что на сегодняшний день я двигаюсь на колесе, находясь в Киеве, Kingsong 18L. До этого я учился около где-то полумесяца, месяца на InMotion V8, чтобы не жалко было его развалить. И уже спустя где-то месяц я перешел на Kingsong 18L, потому что мне не хватало запаса хода, мне не хватало скорости и мне не хватало размера колеса, потому что, имея рост больше 180 сантиметров, райдер на 14-дюймовом колесе, 16-дюймовом, но он не всегда смотрится как... Это, знаете, как в цирке медведь, который ездит вот на таком маленьком велосипедике. Поэтому мне кажется, что большие райдеры по массе, по весу, там какие-то культуристы, там высокие, для них моноколесо, скажем так, пропорции и размер их будет лучше на большем моноколесе, там 18 диаметр, чем на маленьком. Но это не точно. Многие любят маленькие, маневренные, как я раньше любил такие велосипеды. Мне интереснее было на маленьких велосипедах с меньшей рамой, чем на огромных. О чем я хочу упомянуть. Значит, покупая моноколесо, немного из истории. Колесо я решил купить как-то внезапно, то есть я абсолютно не интересовался этой темой. Я десятки лет ездил на велосипеде. И мне это было супер, мне нравилось. Но на одном из велодне я как-то краем глаза, я даже не знал о существовании, не то что не знал, не обращал внимания на существование моноколесников, их мало по сравнению с байкерами, мотоциклистами, скутеристами, велосипедистами. И на одном из велодней я увидел, что есть некая группа людей на непонятных гаджетах. Что-то там начал изучать вопрос, посмотрел, почитал и решил попробовать, просто попробовать. Почему? Потому что где-то взять его в аренду, почти нереально, потому что на нем нужно учиться. Такого формата, как взять в аренду скутер, там электросамокат, на нем покататься с моноколесом, почти никогда не проходит, потому что на нем нужно научиться. Просить какого-то райдера научить вас или дать поюзать это колесо тоже не всегда вариант, потому что, извините, что может произойти через 10 минут после езды ученика, после езды человека, который ни разу на нем не стоял с колесом, сами, я думаю, что понимаете. Поэтому я решил купить, посмотреть, протестировать и, если понравится, то оставить как дополнительный гаджет для себя параллельно с велосипедом. Но спустя несколько месяцев все закончилось тем, что я продал велосипед, оставив только колесо. Продал велосипед, оставил только колесо как основной вид передвижения вне автомобиля. И основное заблуждение, основной миф, который, собственно, я развеял уже, наверное, через несколько месяцев после езды на моноколесе, а через год уж точно, это то, что колесо, по сути, является в рамках города полноценным транспортным средством. Я не говорю про какие-то дальники на 100 километров, на 200 километров, к вам на дачу, там, когда нужно везти какую-то провизию, ребенка, какие-то там рассаду или доски. Нет. Я беру во внимание просто сам факт передвижения по городу. Передвижение по городу вас как моноколесника. И знаете, когда я только его купил, колесо, то
у меня в голове упорно сидела та мысль, что это колесо это из формата больше развлечений. То есть это вот знаете, если вы видели, по городу ездят, я честно говоря не помню, как они правильно называются, гироскутеры, да, в большинстве случаев это на них передвигаются дети, сигвеи всякие. И вот назвать гироскутер каким-то средством передвижения у меня, честно говоря, язык не поворачивается. Из-за его маленьких колес, из-за его небольшой скорости, из-за его, ну, как-то просто подхода и формата передвижения. И точно такое же мнение у меня было и в отношении моноколес. То есть формат развлечения. Формат развлечения как один из новых гаджетов, да, которые приживаются или не приживаются у людей. Но, извините меня, когда моноколесо едет с крейсерской скоростью около 30 км в час, средняя скорость, с максимальной скоростью 50 км в час, я говорю про Kingsong 18L, есть и колеса, которые едут и 70 км в час, и они эту скорость могут поддерживать на протяжении, допустим, там 80 километров, а на минуточку даже не каждый курьер в городе, который доставщик Glovo или доставщик там Bolt, он выкатывает за день даже на автомобиле больше 100 километров по городу, то запас хода 60, 78 километров для вас, для передвижения по городу, ну это более чем. А если вы колесо еще будете совмещать, как иногда это делаю я, допустим, с общественным транспортом, да, ну, например, вам вот реально нужно там заехать куда-то в какой-то магазин, забрать там доставку или к другу, или еще куда-то, который находится полностью на противоположной стороне города. Проехать на метро, а потом уже с конечной станции метро проехать на колесе, почему нет? Я не говорю, что в теплое время года, когда комфортно, когда тепло, когда нету грязи, когда нету дождя, когда не темень уже в 6 часов вечера. Кстати, насчет 6 часов вечера и темени, посмотрите ссылочку, оставлю, как себя обозначить на дороге и про то, что автомобилисты не хотят вас сбивать. Если это летом, конечно, все это расстояние, весь этот город можно преодолеть и на моноколесе, без каких-либо проблем, без каких-либо расстояния и сам факт того, что вы свободны от пробок, в первую очередь от пробок. Выезжая на автомобиле куда-то по, допустим, Киеву, в 10 из 10 случаев я прокладываю маршрут, на там, Google карте там, или еще где-то. Я прокладываю маршрут не потому, что я не знаю дороги, я не знаю, как туда доехать, а я прокладываю маршрут, потому что нередки те случаи, что по привычному маршруту вы встрянете где-то в пробку, в какую-то тянучку, где 5 минут назад случилась авария, где 5 минут назад начали укладывать ни с того ни с сего асфальт, и поэтому простоять дополнительно 20 минут, полчаса, час времени своей жизни в день, ну, это не совсем то, что нужно. Моноколесо, никаких пробок, никаких проблем. Если диаметр большой, то можно, в принципе, сказать, что и никаких ям. Если это с амортом, то это вообще респект. Все остальное, зарядка, которой хватает, ну, на целый день, я думаю, что уж точно. Если не хватает вам на целый день, вы гоняете 50 км в час, и вам ее хватает на 30 километров, любая розетка 220 даст жизни вашему колесу заново. Друзья, вот такой вот недолгий, недлительный ролик. Просто хотел озвучить тот факт, что начиная катать на любом транспортном средстве, ну в частности, да, моноколесо, человек думает, что это развлекалово. По факту уже через месяц, и я это слышал не от одного моноколесника, он придерживается мнения, что это реально полноценный вид транспорта. Но, повторюсь, в адекватное нормальное время года. Друзья, если ролик интересен, если инфа интересна, палец вверх, подписка, ну и коммент по желанию в целях обратной связи. Что для вас моноколесо? Все-таки развлечение или средство передвижения? Буду рад услышать. До новых встреч, всем пока!